Всем привет-привет! С вами Алена, и сегодня у нас про обувь. Да, про ту самую, которую никто найти не может, вот эту вот удобную. У нас здесь есть, так скажем, это ботинки, которые были до этого, про них тоже расскажу. Ну и непосредственно сама распаковка. Распаковку от этого, даже не бренда, а от магазина я уже показывала неоднократно, ссылочки оставлю. Также у них есть телеграм-канал с очень интересными такими вариантами подборок. И сегодня бренд у меня будет, который называется Биленко. Эту обувь надо заказывать. Заказ на самом деле достаточно, непростой, то есть это не будет на завтра, но, поверьте, оно того стоит. И сразу говорю, эта обувь стоит не 5000 рублей. Когда зайдете, я знаю, что посыпется комментарием. Но, к сожалению, вот сейчас такое время, такое положение вещей, что не может быть то, что хорошо и качественно сделано, не может оно стоить прям дешево. В общем, ботинки, точнее не ботинки, а сапоги заказали высокие. И не обычные высокие, а для широкой икры. Я сейчас это покажу. И заказала я их не себе, я заказала их Лене, нашему директору, в салон. Я прям сразу честно признаюсь, что мне эту обувь предложили на обзор. Но так как у меня уже есть обувь от этого бренда, у меня есть уги, их я тоже показывала, ссылочку вот здесь прикреплю, и, кстати, прекрасно в них хожу уже целый год, точнее даже уже получается, вторую зиму я в них гоняю, и в этот раз я решила, что после того, как мы заказали уже Антону, тоже прикреплю ссылку, можно заказать кому-нибудь еще, почему бы и нет. Как говорится, и вам хорошо обзор посмотрите, и у Лены будут сапоги. Тем более, что у нее была такая проблема, что высоких сапог нет от слова совсем. Напишите в комментариях, у кого есть сложности с подбором именно из-за того, что икра полная. Я тоже человек с достаточно широкой икрой, и я кстати, на себе эти сапоги померила, и даже мне они были достаточно туго. У меня прям очень широкие икры, это действительно так, плюс у меня нога очень-очень сильно отечная. Но Лене, слава богу, они подошли, я была очень рада. В общем, что будем обозревать? Широкая носовая часть, эластичная, то есть все классно будет работать. Хорошая очень подошва. Мне она понравилась, потому что потом я еще покажу другую подошву у других ботинок. Это у нас категория босоногой обуви, то есть обувь, которая мягкая и в которой ты ходишь как будто босой. То есть вся стопа будет участвовать в этом процессе как положено. А внутри есть вот такая резинка, как вы сейчас видите, за счет нее, собственно говоря, и будет помещаться туда полная, или широкая икра, как это правильно называется, для себя сами выбирайте. В общем и целом, я считаю, что сапоги достаточно симпатичные. То есть мне обычно говорят, вся такая обувь, она некрасивая. На Лене сейчас ботинки, которые она носит 3 месяца на работе, и она их изготовила на заказ. И это тоже анатомическая босоногая обувь. Их и в конце мы прям будем сравнивать, прям рассмотрим, там еще и стельки посмотрим, потому что достаточно интересная история, то, как еще эта обувь меняется. Мы еще потом посмотрим, как эти сапоги себя повели. Но с моими угами, например, порядок. С босоногими кедами красными Антона тоже все хорошо. И еще, кстати, одна пара у меня есть у мамы. Тоже я заказала себе, но в итоге она сказала, буду носить я. Так бывает. В общем, Лена уже примерила. И что бросается в глаза? Это широкая носовая часть. Кстати, я здесь добавила еще картиночки детских ножек. Просто некоторые говорят, что ноги не такие, ноги очень даже такие. Когда люди рождаются, они такие и есть. И, кстати, еще приложила, нашла в интернете ногу человека, который никогда не носил обувь. Тоже интересно. Кстати, можно загуглить это в открытом доступе. Обратите внимание на эту переднюю часть обуви, которая является широкой. Потому что у Лены есть большая проблема. У нее из-за того, что обувь была неверно подобрана, пальчики были в кучку, есть задранность, эта элевация большого пальца на каждой ноге, у нее из-за этого был анихолизис, мы, кстати, много про нее снимали контент, он тоже есть у меня весь на канале, и плюс еще широкая икра. И Лена прям очень сильно радовалась, когда примерила эти сапожки. Смотрите, как икра выглядит. То есть резиночка здесь помогла, все сработало. И она сказала, что очень удобно, что в районе щиколотки ей ничего не сдавливает. Потому что, когда она обычно пыталась подобрать себе сапожки, с этим были сложности. За фон, я надеюсь, вы меня простите, реально обзор снимали, как вам сказать, не на коленке, но достаточно в попыхах. Это было где-то там, в ночи, как обычно, как это
это у нас бывает, потому что пришла посылка, надо распаковать, Лена бегает, работает, я тоже что-то там делаю, в общем, мы там все в мыле, своими делами занимаемся, и в итоге вот я говорю: Лена, пора снимать. И вот здесь мы немножко поиграли, знаете, в этот магазин на диване, когда они там начинают это, насколько они мягкие, но на самом деле мягкие. Нам очень понравилось, что кожа, из которой изготовлены сапоги, она прям такая вот, ну, подвижная, эластичная. Это видео, несмотря на то, что это обзор, который был заказан, заметьте, я прям это честно сказала, за который мне не платят, а дали только ботинки, и то не мне, но не суть. Вот, то есть, что я хочу сказать этим обзором, то, что вот мне все время пишут: Алена, обуви нет, везде обувь вот так вот сделана, она вся неудобная, она вся широкая, вот она есть. И это, я вам хочу сказать, не единственный бренд, их на самом деле много. Есть такой канал в Телеграме, Боссоход он называется, я на него тоже подписана. Если кому надо, придите ко мне в телегу, я вам скину на этот канал ссылку. У них там разные есть бренды, можно посмотреть, они их прям показывают, фотографируют, они отзывы интересные выкладывают. Кстати, вот могу отзыв про кеда здесь прикрепить вам, просто вот разница обычного кеда и кеда босоногого, да, в чем будет разница и насколько люди этому радуются. Да, это не бесплатная обувь. И, кстати, да, я прочитала комментарий в одном из своих обзоров. Да, босоногая обувь действительно, оказывается, есть на Алиэкспресс. Я их нашла. Тоже прикрепляю скрин магазина. Но единственное, что я там не заказывала, поэтому, ну, не могу прокомментировать. Но мысль такая есть. Если честно, я думаю, что, может быть, попробовать заказать. И то, знаете, вот как бы для Алиэкспресс, ну, там где-то 4-5 тысяч, ну, такая уже, да, цена. То есть, ну, как бы можно подумать. Ну, а здесь точно будет пряменько, точно будет аккуратненько. Мы вытащили, кстати, стельку, вот здесь вот носок. Смотрим, да, носок у Лены не тот, наругала. Показываю, какие должны быть носочки, мягенькие. Вот, и видите, этот носочек все-таки собирает ей пальцы. Ну, то есть вот он их немножко сдвигает вместе. Поэтому, вот я вам сделала еще здесь специально коллажик небольшой в носочке и без него. Мы убрали носки, сняли их и сейчас смотрим. И вот это тот самый случай, когда у нас нет лишних пальчиков. То есть, как обычно, я показываю стелька, человек ставит ногу, и у нас там либо мизинец, либо большой, либо вообще оба пальца, они все прям очень-очень лишние. Здесь они, смотрите, поместились абсолютно все. Плюс Лена еще периодически, ну, она прям старается, наносит разделитель. Это классно, это я прям ей горжусь. Вот, потому что действительно есть проблема, пальчик немножко сдернут вверх у нее большой, я думаю, что это видно, повернут еще в сторону, ну, плоскостопие у человека носит еще стельки туда же. Вот, и у нас была проблема с постоянным анихолизисом на внутренней части больших пальцев. Просто от того, что постоянно это все было в кучу. Поэтому мы настолько подробно вот остановились именно на этом моменте, где я показываю, как выглядит у нее нога на стельке. Вот так и должно быть. Но да, это стоит денег. Никого покупать вообще здесь не призываю. Могу только показать. У меня такие есть. У нее такие есть, у Антона есть, там у мамы. Мы довольны, нам нравится. Купила ли бы я это просто вот так вот сама себе? Мне сложно рассуждать, знаете почему? Потому что, ну, как бы я уже в этом, ну, я бы точно купила. А вот так со стороны, ну, сложно сказать, насколько для меня это будет необходимо. Но когда ты примеряешь первый раз такую обувь, ты просто на седьмом небе от счастья. А вот здесь, кстати, да, обещанное сравнение. Вот эта стелечка тоже из натуральной кожи, кстати, но она уже как бы была в употреблении Леной. И посмотрите, насколько промялась вот эта серединка, да. Я говорила, что у нее плоскостопие, есть, ну, небольшие проблемы, неправильно распределяется нагрузка, да, мы видим большой пальчик, второй видим, куда давит, и, собственно говоря, вот серединку. И еще раз говорю, стелька из натуральной кожи. Меня смутило, что она состоит из двух частей, но Лена сказала, что ей это не приносило дискомфорта, то есть она это никак не ощущала. Но мы видим, что эти две стельки двух разных производителей по форме они отличаются. И сама обувь по форме тоже отличается. Та обувь, которая Лена была в начале видео, это обувь, которая была изготовлена на заказ по индивидуальным замерам. Вот есть разница в том, что, да, носовая часть имеет у них разную форму. У Беленкина это как более покатая, а у тех, кто делает это все вручную, она более кругленькая. Ну и вот в середине мы можем наблюдать, да, что перемычка в Ленином варианте, она чуть более узкая, и в заводском варианте обуви Беленко она такая более широкая. Вот здесь мы рассматриваем сейчас область большого пальца.
потому что ее основной запрос был на то, чтобы было место для ее элевации этого большого пальца, чтобы ему было место. И вот мы сравниваем два ботинка, ну, правда, один здесь сапог, а другой ботинок, но мы смотрим на носовую часть. Ну, да, ботинки она носила, признается, что не очень аккуратно бегает в них по работе. Вот так выглядит подошва, вот такая, конечно, мне не очень, но я понимаю, что это ручной труд, это совсем другое. То есть для ручного я считаю, что это круто, что вообще так шили обувь. Обе пары эластичные, обе подвижные, кожа и там мягкая. Навскидку сказать, да, сапоги что-то там плюс-минус там чуть больше 20, а ботинки вышли Лене на заказ примерно, что-то, по-моему, она сказала 1012. Вот такая вот разница. Но опять-таки, да, сапоги какая длина и ботинки. То есть вот примерно такой диапазон цен. Если кому-то надо, могу и на вот этих ребят тоже дать ссылку. Они тоже очень серьезно подходят. Вообще все бренды, все фирмы, все сайты, которые занимаются босоногой обувью, они очень к этому серьезно подходят. Они вас спросят все возможные замеры, расскажут, как это правильно сделать. Тут мы, кстати, рассматриваем подошву. Ну, честно сказать, да, что такая подошва мне, конечно, нравится больше. Она такая же эластичная, но выглядит она как-то надежнее, потому что в ручном варианте она, ну, как будто бы стопталась достаточно быстро. И то, ботинки не ходили по улице, не можем прям стопроцентную обратную связь дать, но видно, насколько носовая часть, вот она такая широкая и приподнятая, как раз таки, чтобы сверху большой палец нам не придавливало. Но, тем не менее, кто-то скажет, что такие ботинки выглядят как-то вот по-клоунски, но описать, да, вот видите, тоже есть место для большого пальчика, я показываю. Но описать то счастье и ту радость, которую человек испытывает, когда ему ничего не давит и ничего не жмет, это просто, ну, не сравнится ни с каким клоунским прикидом. Вот правда. То есть для меня вот эти моменты, когда наступила зима, да, вот это вот, и я достала свои чуньки, у меня серенькие такие, тоже босоногие, коротенькие угушки такие. Вот, и я думаю, господи, как классно, потому что тебе так хорошо, тебе там так мягенько, ничего не давит, ничего не жмет. Ну, в общем, красота, лепота. Я, кстати, планирую заказать еще, наверное, кеды, потому что у меня есть кеды обычные, ну там DC-шные, которые плюс-минус удобные, и в сравнении к ним взять босоногие, чтобы получился вот такой как бы коллаж разницы, как это выглядит. И то прям добавлю, что для кого-то будет нормальная и обычная магазинная обувь, да, там у него позволяет стопа носить, а для кого-то это будет критично и сильно будет сдавливать, да, это ведь зависит все равно от исходных данных, от ширины и так далее. То есть кто-то будет гонять в магазины всю жизнь, ему ничего за это не будет, но будут те, кого, ну, как бы, к сожалению, настигнет какая-то неприятность. В общем, если есть какие-то проблемы, то ищите обувь, которая называется босоногая. Прям можно набрать так в поисковике. Не обязательно вот этот бренд брать. То есть можно взять другой. Я просто показываю, вот, ну, мне повезло, мне предложили это показать, я такую возможность имею. И они все равно все будут отличаться, у них будут какие-то нюансы. Вот тот, который могу показать, я вам показываю. Мысль заказать на Али, да, действительно есть. Можете написать в комментариях, ну, насколько вам это интересно, если хотите. И, может быть, все-таки я сделаю такой заказ. Не знаю, сколько будет идти, но постараемся. В общем, тут мы еще какое-то время с ней разглядывали эти стельки, рассматривали их, да, там, как они подмялись. Ну, понятно, что и другие стельки подомнутся в любом случае, потому что мы ходим ногами, а что? Естественно, будет снос. Но насколько интересно было нам посмотреть, как она индивидуально стаптывается. То есть вот посмотрите тоже на свою обувь, как у вас стаптывается подошва, в какую сторону заваливается, где что проминается. Это ведь о многом может нам сказать. Ну, а вообще, на самом деле, если найти грамотного ортопеда, то вам очень хорошо и здорово помогут. Но важно помнить, что недостаточно изготовить стельки, нужна еще и обувь, в которую эти стельки поместятся. В общем, на этом я заканчиваю. Я очень хочу верить. Нет, я верю и точно знаю, что есть люди, которым такая информация будет полезна. Что я хотела сказать? Удобная обувь есть. У нас есть бренды-производители, у нас есть те, кто отшивает индивидуально, у нас есть те, которых можно заказать, которые привезут вам это. Эти люди существуют, их становится больше. И это просто обалденно круто, потому что я человек, который имеет такую обувь, который носит такую обувь, и я очень-очень сильно этому рада. И вам тоже желаю здоровых и легких ног. С вами была Лаврентьева Алена. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Берегите себя и свои ножки.